Добрый день, дорогие друзья! Уверен, вы согласитесь с тем, что всякий раз, смотря в зеркало, вы видите недостатки своего тела. Как думаете, по каким причинам появляются эти недостатки? Стресс или, может быть, старение? А может, эти проявления имеют более глубокие причины для беспокойства? На самом деле, такие недостатки – это сигналы организма о том, что что-то не так. И это далеко не все признаки. Прежде всего, нужно понять, как устроен организм. Он работает в системе и состоит из нескольких компонентов. Когда один из этих компонентов не работает, в первую очередь это проявляется в вашем внешнем виде. Если же еще одна часть не работает, другая старается компенсировать это. Именно так наше тело поддерживает то, что мы называем гомеостазом. Гомеостаз – это процесс, когда тело поддерживает баланс внутри нас или же просто функционирование организма. Часто мы склонны игнорировать или даже принимать как должное, когда что-то подозрительное появляется на нашем теле, и тем или иным образом влияем на то, как мы выглядим физически. Таким образом, по незнанию позволяем проявиться многим проблемам со здоровьем и потенциально подвергнуть нас различным осложнениям позже. В то же время мы могли бы избежать этих проблем, просто избавившись от них, а именно когда проявились первые физические симптомы. У нашего тела есть способность разговаривать с нами, и важно внимательно прислушиваться к тому, что оно пытается нам сказать. Для этого нужно обращать внимание на признаки, которые проявляются на нашем теле. Например, изменение цвета кожи или ощущения и желания, которые вы находите необычными. Специалисты советуют прислушиваться к сигналам собственного тела, какими бы странными они ни казались. И давайте сегодня попробуем поговорить о некоторых признаках начинающегося нездоровья. Признак номер 1 – розовые ножки. Производители лосьонов для ног часто обещают, что у вас будут ножки, как у младенца. Но если вы заметили, что ваши ноги действительно розовые, как у ребенка, а кожа выглядит тонкой и морщинистой, вам следует сделать анализ крови, чтобы проверить уровень сахара. Этот симптом может указывать на нарушение обмена веществ, включая диабет. В случае проявления такого признака вам стоит обратиться к эндокринологу. Второй признак – ощущение объятий. Обниматься не всегда приятно. Если вам иногда кажется, что кто-то действительно крепко обнимает вас или связывает вокруг талии, тела или ног, вам следует сделать несколько тестов, чтобы исключить риск возникновения рассеянного склероза. У вас также могут возникнуть неприятные ощущения в руках и ногах. Вы можете почувствовать себя в перчатках или в тяжелой обуви. Ощущения могут варьироваться от раздражающих до очень болезненных, но в любом случае на них стоит обратить внимание. В этой ситуации нам поможет невролог. Третий признак – истончение бровей. Если вы заметили, что густота бровей становится меньше, а сами брови зрительно стали тоньше, вам также следует обратиться к эндокринологу и проверить свою щитовидную железу. Это может быть одним из симптомов гипотиреоза. Четвертый признак – опухшие пальцы ног. Даже если у вас чистая кожа, нет раздражения или зуда, но пальцы ног напоминают сосиски, вам следует обратиться к врачу. Этот симптом может сигнализировать о псориатическом артрите. В этом случае стоит обратиться не только к дерматологу, но и к ревматологу. Пятый признак – потеря аппетита. Нежелание есть не следует рассматривать как подарок богов фитнеса. Если вы внезапно теряете аппетит и замечаете, что теряете вес, это может быть симптомом какого-то нарушения обмена веществ. Если у вас также кислотный рефлюкс, это может быть признаком начинающейся болезни. Гастроэнтеролог должен вам помочь разобраться с такими проблемами. Шестой признак – зудящая кожа. Если вы заметили кожный зуд, это может быть признаком диабета. Но прежде чем обратиться к врачу, проверьте зудящее место. Зуд может быть вызван укусом насекомого или аллергической реакцией на новый лосьон или некачественную ткань. Если ни одна из этих причин не объясняет зуд, вам следует обратиться для обследования к эндокринологу. Седьмой признак – нетерпимость нахождения внутри. Если вы один из тех людей, которые всегда просят открыть окна в общественном транспорте или в помещении, и вам легче дышать на улице, чем дома или на работе, вам следует проверить свое сердце, чтобы исключить риск сердечной недостаточности. Кроме того, может потребоваться проверка вашей щитовидной железы, потому что гипотиреоз сопровождается этим симптомом.
Поэтому любителям открытых окон стоит обратиться к кардиологу, а после этого и к эндокринологу для установления реальных причин заболевания. 8-й симптом – это как раз о противоположном – непереносимость открытых окон. Если вы большой противник открытых окон и предпочитаете всегда находиться в помещении, это тоже сигналы для обращения к специалисту. Если вам холодно даже летом, вам также необходимо проверить щитовидную железу. Вашему организму может не хватать йода, и этот дефицит может привести к гипотиреозу. В этом случае нам также поможет эндокринолог. 9-й признак – внезапное начало клептомании. Согласно статистике, около 70% клептоманов являются женщинами 30-50 лет. Конечно, клептомания может проявляться и в более позднем возрасте, а ее первые зачатки можно наблюдать уже в 5-10 лет. Все дети склонны к краже. Одни сразу приходят к пониманию того, что этого делать нельзя, других нужно долго отучать. Однако клептоманов невозможно отучить красть. Они просто перестают делать это так, чтобы окружающие могли заметить кражу или выявить преступника. Внезапное незнание закона и появление непреодолимого желания украсть что-нибудь мелкое, даже если за это легко можно заплатить, может быть первым признаком слабоумия. К сожалению, мало кто готов признать у себя такую проблему и обратиться за помощью. Поэтому на эти признаки нужно больше внимания уделять родственникам, особенно в случае с пожилыми людьми. Здесь не обойдется одним врачом, поэтому сначала нужно посетить терапевта, а после его консультации вам помогут невролог и психиатр. 10-й признак – изменение ногтей. Если вы заметили, что ваши ногти меняют форму, становятся толще и шире, это может указывать на то, что у вас проблемы с сердцем. Но вы должны помнить, что ногтевые клубы не являются заболеванием сами по себе. Это всего лишь симптом патологического процесса в вашем организме, который может быть вызван множеством заболеваний, поэтому вам следует пройти полное обследование. И в таком случае сразу же обратиться к терапевту. Он даст вам дальнейшие указания для устранения проблемы. Сегодня мы поговорили о сигналах нашего организма, на которые стоит обратить очень пристальное внимание. А подписавшись на наш канал, вы узнаете еще больше о вашем здоровье. Всем до новых встреч, будьте здоровы!